Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас очередной мастер-класс. Сегодня я буду делиться с вами своими наработочками, своими секретиками. И тема сегодняшнего мастер-класса – это силиконовые молды. Что это такое, как их сделать своими руками. Поехали! Силиконовые молды есть вот такие вот заводские. Они изготовлены из литьевого силикона. Это вот у меня покупные молды. Сделаны они из литьевого силикона. Но так как он стоит как бы не очень дешево, то, в общем-то, нашлись способы, как немножечко можно поэкономить. И об этих способах мы с вами сегодня поговорим. С этой стороны у меня находятся молды, которые я делала своими руками. Так как я занимаюсь мебелью и частенько приходится оформлять мебель именно декоративными накладками, если покупать одно, оно вроде как и недорого. Но если для шкафа нужно их несколько штук, и, в общем-то, цена существенно вырастает и, в общем-то, бьет по карману. Итак, вот в свое время я пришла к выводу к такому, что сделать своими руками силиконовые молды и получать этих декоративных элементов, сколько моя душа пожелает. Вот, что существенно поэкономит мой бюджет. Это первые молды, видите, они у меня сделаны. Почему они сделаны вот в кожухе? Кожух сделан из гипса. Я немножко здесь поэкономила с силиконом. Делала я из обычного строительного силикона. И, в общем-то, вот такие тоненькие они. И если без кожуха, то, в общем-то, выкладывать просто на поверхность, они достаточно неустойчивые и оттиски получаются не совсем ровные. Поэтому я сделала для них вот такие кожухи. Вот все у меня такие вот декорашечки. Вот видите, все тоненькие такие. Ну, это первые работы, я только пробовала. В общем-то, хотя вот сколько лет они мне служат верой и правдой. Но от того, что поэкономила, все-таки пришлось вот в кожухе все это убрать. Вот. Сегодня, значит, с вами мы будем рассматривать 3 варианта создания силиконовых молдов своими руками. Итак, для работы нам с вами понадобится для первого способа силиконовый герметик универсальный. Вот у меня такой вот. Это бесцветный, прозрачный. Его я брала в магазине «Порядок». Ребят, ссылки давать не буду, но забить в поисковике, я думаю, ничего сложного нет. Забить в поисковике магазин «Порядок», да в любом строительном магазине, на рынке. То есть, ну, спросите силиконовый герметик универсальный. Вот. Либо санитарный. Этот я покупала в магазине «Порядок». Второй герметик, вот такой вот, он белый, тоже силиконовый, санитарный. Он белый. Значит, его я покупала в Леруа Мерлен. Вот. Берем самые дешевые, дорогие абсолютно не нужно. Самый дешевый силиконовый герметик, и вот с ним мы будем работать. Но обязательно нужен респиратор. Воняет уксусом жуть. Поэтому открытые окна и респиратор. Так, значит, для первого способа нам нужен силикон. И, соответственно, какой-то декоративный элементик. Ну, какой вы хотите там сделать, из какого молда. Вот. Для второго способа нам с вами понадобится, опять-таки, силикон. Вода, обычная вода комнатной температуры. И какое-нибудь моющее средство, либо АОС, Фейри, либо просто жидкое мыло. Это для второго способа. Для третьего способа, опять-таки, силикон и кукурузный, ну, у меня кукурузный, можно и картофельный крахмал. Крахмал и силикон. Это третий способ. Начнем с первого способа. Значит, первый вариант, мы будем нашу декорашечку просто обмазывать силиконом. Сейчас все буду показывать, камеру приближу, покажу. Вот тут у меня уже есть.
Я сделала несколько вот молдов, они сейчас засыхают. Не стала все это делать на камеру, большие размеры. В общем-то, работа достаточно кропотливая с большими размерами, поэтому не стала забирать ваше время. Покажу все это на маленьком молде, все то же самое и на большом. Просто, ну, больше времени, больше силикона, поэтому не нужно. Все это будет и так понятно, как и чего. Так, ну и начнем, приступим. Так, поближе показываю вам силикон. И крахмал. Ну, у меня вот такой, я говорю, можно не только кукурузный, можно и обычный этот картофельный. Итак, поехали. Первый способ. Значит, я тут взяла такую вот от папки, как пластиковая, что ли, салфеточка. Так, декорашечка наша. Двухсторонний скотч. Мы сначала зафиксируем нашу декорашку, чтобы она никуда не ездила. Вот так. На одном месте. Двухсторонним скотчем. Вот. Все. Держится. Затем мы обработаем все это маслицем. Обычное растительное масло. Вот прям кисточкой все это смазываю. Все смазываю, чтобы силикон хорошо потом при высыхании отходил от нашего декоративного элемента. Смазали. Поехали дальше. Значит, здесь у меня водичка с ферри, чтобы пальчики смачивать, чтобы силикон не прилипал. Здесь мастихинчик, буду помогать им. Силикон. Вот он. Это бесцветный. Вставила его в пистолет. И делаю следующим образом. Чуть-чуть вот выдавила. Буду маленькими партиями, потихонечку. Вот выдавила. Пальчик смочила чуть-чуть в этом. И вдавливаю. Как бы прибиваю вот так вот его туда. Здесь чуть-чуть мастихином помогаю. Можно палочкой из-под мороженого, ну что-нибудь такое, чем вам удобно будет. Первый слой делаем тоненький. Вообще тонкими слоями будем наращивать, чтобы быстрее высыхал. Еще чуток выдавливаю. Еще выдавливаем чуть-чуть, понемножку прям. И еще чуть-чуть. Бортики равняю. Так, на этом этапе пока закончили. Все. Выставляю, сушить его оставляю. Пускай сохнет. Сохнуть будет, может быть, 2-3 часа. Потом еще тоненький слой, еще. Ну вот пока этот будет сохнуть, мы сейчас с вами будем делать второй способ. Итак, второй способ. Для второго способа я буду использовать, вот у меня такой кусочек пеноплекса пятерочки. Расскажу почему. Значит, зачем он мне нужен. Вот выкладываю. Здесь я на этом пеноплексе буду делать сейчас форму. Так, выложила. И где-то примерно по сантиметру от нашей декорашечки я вот так вот провожу линию. Так, на глазок прям.
можете этого не делать, мне просто так удобно. Будет ровная форма и экономия, чтобы лишнего не расползался этот силикон. Так, теперь у меня вот пищевая пленочка. Теперь что я делаю? На вот этот квадратик отмеренный. Вот. Отрываю силиконовую эту пищевую пленочку. Выкладываю. Дальше у меня есть вот такие вот пластиковые всякие от уголков. У меня остались, я их порезала. Но можно просто пластиковыми карточками обычными, какими-то ненужными выложить. Я буду выкладывать вот этими вот. Сейчас отмерю. Для чего постелили пленочку пищевую? Чтобы не прилипал силикон к поверхности. Вот у нас получился такой квадратик с бортиками. Вот так вот. Дальше убираем его в сторонку. Берем нашу водичку. Добавляем в эту воду. Я АОС буду добавлять. Вы можете любое моющее средство. Жидкое мыло, АОС, фейри, там что угодно. Можно просто мыло накрошить и сделать сильно мыльную воду. Пропорций никаких нет. Все на глаз. Вот надо, чтобы она была просто мыльная. Поехали. Теперь берем наш силикон и выдавливаем его в воду. Теперь постепенно собираем это все в комочек. В мыльной воде он к рукам не липнет. Пытаемся собрать комочек. Вымешиваю как тесто. Ручки смачиваю периодически, чтобы не прилипало. Жду, когда начнет немножечко затвердевать, чтобы не такой прям мягкий был. Начинает твердеть. Такой же пожестче становится. Отставляю в сторонку нашу воду. Беру нашу формочку, разглаживаю и вставляю вот сюда вот. Теперь беру нашу форму, смазываю маслом, хорошо смазываю все, каждую загогулинку. Не забываем, ребра промазываем, чтобы у нас ничего не прилипло. Лишнее масло прям кисточкой все это убираем. Теперь берем и вдавливаем нашу форму вот этой стороной лицевой. Все, пускай сохнет. Это второй способ. Итак, поехали. Третий способ. Взяла такую декорашечку небольшую, чтобы много силикона не расходовать. Смазываем маслом. Все полностью. Все выбоинки. Все. Так, смазали. Убираем в стороночку. Дальше берем пищевую пленку. Можно просто какую-нибудь клееночку постелить. Вот так вот расправлю.
Так, что буду делать? Выдавливаю силикон сюда. И добавляю крахмал. Все на глазок, никаких пропорций нету. Все на глазок. Потихонечку начинаем замешивать, как тесто. Добавляем еще, чтобы к рукам не липло. Вот такой вот комочек. Чуть прилипает к рукам, но не критично. Можно еще чуток добавить. Возьму чуть пальчики, смочу. Чем больше крахмала, тем оно, когда высохнет, будет жестче. Ну, кому, допустим, нужна жесткая форма, добавляйте больше крахмала. Если такая средней жесткости нужна, то можно уже потом просто ручки смачивать вот в воде в мыльной и вымешивать. Вот так вот закрыла, выкладываю. Выравниваю. Примерила. И также просто вдавливаю. Вдавила. Подбиваю пальчиками. Вот так, чтобы плотно прилегал силикон наш к формочке. Все оставляем сохнуть. Разравниваю все. Оставляю сохнуть. Посмотрим, сколько будет сохнуть, что быстрее высохнет у нас. Первый вариант, второй или третий. Все расскажу вам потом. Итак, друзья, прошло 2 часа. Силикон наш подстыл. Вот первый слой. Сейчас буду давать второй слой. Тоже тоненький слой. То есть вот слоями я буду наращивать. Вот так вот небольшими порциями. Добавляю еще немного. Сразу большой слой не делаю, потому что будет очень долго сохнуть, если сразу большой слой дать. Все, оставляю высыхать еще на пару часов. Высохнет, потом еще один слой дам, и будет достаточно. В общем, 3 слоя буду накладывать с промежутками на высыхание по 2-3 часа. Так, теперь наши другие варианты. Значит, этот вариант с крахмалом. Подстыл уже силикон, но я его не буду трогать, пускай стоит. Сейчас у нас вечер, ночь простоит, чтобы хорошо схватился. Трогать не буду. Здесь тоже все подстыло. Я вот вытащу вот эти вот наши бортики, чтобы дать силикону просохнуть со всех сторон. Тоже уже подстыл.
Вот он. Ну, пусть просохнет, ночь постоит. Тоже не буду трогать. Чтобы внутри все хорошо схватилось. Вот. Потом посмотрим, что у нас получилось. Ну что, ребят, все. Формочки наши все высохли. Сейчас будем вскрывать и смотреть. Это вариант из чистого силикона. Заливали, замазывали. Вот он высох весь. Будем вскрывать. Это я все потом отрежу ненужное. Ножничками аккуратно. Вот она формочка. Сейчас мы все протестируем древесной пастой. Так, это силикон, который мы в воду выкладывали и потом делали из него форму. Вот он. Тоже все протестируем. Это с крахмалом. Вот они, 3 формы. Сейчас посмотрим. Ну что, давайте протестируем, что у нас получилось. Заложим туда древесную пасту и посмотрим на наши результаты. Отставляем, пусть постоит. Закладываем следующую. Тоже убираем в стороночку. И в последнюю. Все, дам постоять 5 минут. Потом вытащим и посмотрим, что получилось. Итак, друзья, поехали. Вытащила я, значит, из молдов нашу древесную пасту. Не стала делать это на камеру. Долго и не стала занимать ваше время. Так, посмотрим теперь, что у нас получилось. Первый молд мы делали с вами из силикона. Просто обмазывали. Вот такой молдик у нас был. Ой, декорашка такая была. Вот какой у нас оттиск получился. Вот он. Так, второй у нас был, это мы в мыльной воде делали молдик из такой декорашки. Вот что у нас получилось. Так, и третий, это у нас было, был крахмал с силиконом. Так, вот так вот. Вот что получилось. Так, ну а теперь я расскажу вам, значит, о каждом из этих молдов, как они себя ведут в последующем, то есть через какое-то время и после того, как их используете. Сейчас вам все подробненько расскажу. Ну что, друзья, теперь подведем итоги. Но перед тем, как подвести итоги, я расскажу вам еще кое-какие свои заметочки по поводу всех молдов и всех 3 способов. Сейчас поближе подвину камеру и покажу вам, что мне нравится, что меня не устраивает. Итак, друзья, смотрите. Вот эта форма, этот молд у меня сделан лет 5 назад. Это, значит, сделано из силикона и крахмала. Смотрите, что происходит с ним. Вот уже буквально через год, наверное, начало. Он начал крошиться. Вот. Как крупиночками, знаете. Вот тут выкрашился весь. В общем, форма неплохая, но силикон с крахмалом недолговечная. Видите, вот крошится. Поэтому я стараюсь сделать, ну, не делать с крахмалом и
с силиконом. Так, вот форма. Это сделано из силикона. В воду закидывала. Это наш второй способ. Просто силикон и мыльная вода. Что мне не нравится? Не всегда получаются таким способом четкие молды. Вот я делала расплывчатое вот тут вот. То есть, когда закладываю древесную пасту, четкого оттиска я здесь не получаю. Это что значит? Это деньги на ветер. Вот. И практически всегда у меня хорошо получаются молды, которые сделаны просто из силикона. Они держатся много лет. У меня есть молды 5-6 лет. Они не выкрашиваются изнутри. То есть сохраняют вот поверхность всю гладенькую. Чем мне нравится? Способ, конечно, такой немножко геморройный. Более сложный, чем второй и третий, да? Но для меня он более надежный. Ну вот, вроде я вам еще кое-какие свои наработочки рассказала. Вот, хочу показать вам. Большие молды я делала из силикона. Значит, была у меня вот такая вот форма. Вот такая. Я сделала вот такой большой молд. Все-таки сделаю я под нему, хоть и тут и много силикона, да, но все равно он такой мягенький. Я сделала, наверное, под него каркасик такой из гипса. Вот, посмотрите, что у нас получается. Вот такие вот. Вот у нас оригинал. А вот эти два этих элементика я сделала. Я довольна. Это сделано именно просто из силикона. То есть путем наращивания слоев постепенно, да, это долго. Но я говорю, этот вариант мне больше всего нравится. Он больше всех качественный. Вот. А там выбирайте кому как. Если вам ненадолго, то можно, конечно, и с крахмалом. Но именно с водой не всегда, вот когда в воде вы вымачиваете, не всегда получаются четкие формы. Бывает такое, что вроде правильно все сделали. Я не знаю, от чего это зависит. Может быть, от качества силикона, может быть, от температуры. Но вот делала я, вот видите, это я уже сделала вот этот молд. Первый у меня это под выкид. В воду я выкладывала силикон в мыльную, собирала комочком и, в общем-то, все это сюда накладывала на вот этот вот элементик декоративный. Это на выкид. Ничего толком не получилось, мне не понравилось. Второй молд я уже сделала именно из силикона путем наращивания слоев, как мы делали в первом способе. И здесь у меня все четко получилось, все хорошо. Вот он, наш элементик получился. Четкие все цветочки, все хорошо. Весь рисуночек видно. То есть, когда он еще закрасится, тонировочкой, все будет замечательно. Еще один молдик сделала тоже путем наращивания. Это вот из силикона. Вот оригинал. А вот у нас декорашечка сделана из самодельного молда. Вот. Ну а так, ребят, вам выбирать, что вам удобнее. Путем проб и ошибок вы придете к своему способу, который вас больше всего устроит. Хочу попробовать вариант с литьевым силиконом, потому как если раньше вот этот строительный силикон был дешевый, то сейчас цены, конечно, на него на порядок поднялись. И не всегда бывает, что начинаешь делать молд, что-то не получается. С литьевым силиконом такой загвоздки не будет. Ну вот попробую, потом уже скажу вам, ребятушки. Пока я этого не пробовала, ничего сказать не могу. Ну а теперь буду с вами прощаться. Если вам был полезен мой мастер-класс, если вам пригодились мои советики, не забывайте, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Впереди у нас очень много интересного.
Если что-то было непонятно, пишите комментарии, я обязательно отвечу. Что знаю, поделюсь. Что не знаю, не поделюсь. Всего доброго, ребят, и до новых встреч на новом мастер-классе.